Привет всем! Сначала хочу всех поздравить с прошедшими праздниками, всех с Рождеством, с Новым годом, всего хорошего, счастья, радости в Новом году и всего самого наилучшего. Не так давно подписчик Дед Дусичи попросил сделать обзоры на несколько фильмов, на «Черное Рождество», «Пленка 407» и «Волки у двери» фильм. Вот, но я взялась сделать обзор «Волки у двери». Я посмотрела, что фильм основан на реальных событиях. Чем меня заинтересовал этот фильм? Режиссером фильма выступил Джон Леонетти. Режиссер достаточно известный, как и своими режиссерскими работами, также своими операторскими работами, участвовавший непосредственно, принимавший непосредственно участие в съемках такого фильма, как «Аннабель». И поэтому я взялась его посмотреть. И на самом деле фильм «Волки у двери», он как раз, можно, кстати, отследить прекрасную операторскую работу и достаточно неплохую режиссерскую постановку. В фильме снялись актеры Кэти Кэссиди, Элизабет Хенстридж, Адам Кэмпбелл, Майлз Фишер, Крис Малки. Сюжет фильма полностью придерживается, кстати, реальных событий, то есть фильм без каких-либо сюрпризов, четко идет по событиям, которые произошли как раз ночью того 1969 года в Лос-Анджелесе, когда была убита жена Романа Полански. Фильм начинается с того, что мы видим пожилую супружескую пару, которая просыпается от того, что они слышат стуки в двери и в окна. Муж идет, проверяет, что происходит, ничего не находит, но опять же, когда он возвращается обратно, он слышит, что что-то упало внизу. И когда он выглядывает, он видит тень человека, то есть кто-то уже проник в дом. Он возвращается обратно в комнату к жене, жена успевает позвонить в полицию по телефону, они закрывают дверь, но кто-то начинает ломиться в их комнату. Но потом приезжает полиция. Затем фильм перемещается в ресторан, то есть действие фильма дальше происходит в ресторане, и 4 друзей отмечают день рождения своего друга. Далее все 4 друзей перемещаются в дом как раз вот Шерон, главной героини фильма, которая беременная. И далее мы видим, что Шерон общается со своим мужем из детской комнаты, но внезапно телефонная связь прекращается. Далее мы видим другую сцену, где молодой человек продает стереосистему своему другу. И когда он пытается выехать с территории, он обнаруживает, что ворота закрыты. И как раз, когда он пытается открыть ворота, вот как раз преступники нападают на него и убивают. И далее происходят расправы с одним из 4 друзей на улице, когда он выходит покурить. И далее Шерон и Абигейл разговаривают в своей спальне, когда они слышат, что что-то происходит в гостиной, и они как раз обнаруживают своего друга Джея заколотым до смерти. Так же, как и в реальных событиях, они пытаются скрыться как раз от этих убийц, но они уже проникли, соответственно, все в дом, и зверские убийцы расправляются со всеми присутствующими в доме. То есть фильм полностью соответствует реальной истории, как все это происходило, то есть без каких-либо там введений, каких-то новшеств, и просто четкая история, именно та, что произошла непосредственно с женой Романа Полански. В конце фильма показывают небольшой кусок интервью с Чарльзом Мэнсоном и некоторых девушек, которые участвовали в этом преступлении. Вот, и я хочу напомнить, что Чарльз Мэнсон родился в 1934 году. В конце прошлого года, 19 ноября, он скончался в возрасте 83 лет. Американский преступник, создатель секты «Семья», члены которой по его приказу в 1969 году совершили ряд жестоких убийств. И как раз вот среди этих убийств было как раз и убийство жены кинорежиссера Романа Полански, Шерон Тейт.
Был осужден он на 9 пожизненных сроков, много раз подавал апелляции на досрочное освобождение, много раз ему в этом было отказано, он так и скончался в тюрьме. Вот если вас интересует более подробная история Чарльза Мэнсона и его семьи, ссылка будет после видео, сможете посмотреть. У меня есть видео на эту тему, как раз по поводу Чарльза Мэнсона. Еще раз хочу поблагодарить подписчика Дед Дусиша. Спасибо большое. Фильм посмотрела с удовольствием. Фильм достаточно коротенький, час 12 минут он идет. В принципе, смотрится на одном дыхании. Можно посмотреть один раз. Кто не смотрел, соответственно, рекомендую, смотрим. И потом оставляйте свои, как говорится, всегда комментарии и пишите, что вы думаете по поводу этого фильма. Понравился фильм, не понравился. Может быть, какие-то другие у вас идеи, может быть, другие рекомендации, что-то мне посмотреть, рекомендуйте в комментариях. Я, соответственно, буду смотреть эти фильмы. Если фильм хороший, фильм понравился, я обязательно сделаю на него обзор. Всем спасибо за внимание. На сегодня все. Пока-пока.